Следующий вопрос от Сергея. Приветствую. Каким образом проектно-конструкторское государство может превратиться в исторически обусловленное? Чтобы освоить высшие приоритеты, государству надо как минимум время и другие ресурсы, а хозяин не дремлет. Является ли выход из конгломерата и включение в межрегиональный блок единственной реальной возможностью для таких государств состояться? Есть ли исторические примеры таких процессов? Есть, но только немножко все не так. Значит, и проектно-конструкторское государство, и историческое являются историческими обусловленными. То есть, так или иначе, создание любого государства протекает не в безвоздушном пространстве, а на основе каких-то политических, исторических процессов вообще в обществе. Проектно-конструкторское государство создается волей внешних игроков, а историческое государство вырастает на основе культуры народа. Вот если в культуре народа заложен механизм создания государства, то это государство состоится с той или иной степени вероятности в зависимости от давления среды. Но если в культуре народа нет элементов государствообразования и существования государства, то даже доставшееся в наследство государство будет уничтожено. О чем и говорят, вот смотрите, только дали и откатились назад. Пример ЮАР, Родезия, ставшая Зимбабве. Были прекрасно развитые страны, обладавшие достаточно многими компетенциями. Они как только привели к управлению местное население, коренное, у которых в культуре народа нет элементов на трех высших приоритетах, нет компетенции поддерживания именно вот такого уровня развития государства, а они еще находятся на уровне государства, там, скажем, родоплеменного строя или где-нибудь к феодальному. Вот. Или вот то, что вот, Казахстан. Вот. Они только-только к феодализму подошли. Вопрос, если их лишить поддержки компетенций со стороны внешнего центра, это государство рухнет. Что сейчас происходит? Смотрите, идет передача определенная с поддержки обеспечения компетенций со стороны России на поддержку вот этими компетенциями со стороны Великобритании. Там же центр концентрации управления прекращает свое существование и переносится. Вот формат Астаны. Он переходит, поэтому хозяин пришел, значит, нужно обязательно хозяину, чтобы он хотя бы мог иметь представление, как там пишут. Я не буду изучать эту их азбуку, пусть они пишут на моей азбуке, а я там что-нибудь, где-нибудь там, если мне потребуется, где-то с чем-то разберусь. Пойму, где там имя написано, где там государство или что, остальное переводчик переведет. Поэтому-то им и вводят латиницу. Говорят там, что латиница вот раньше была, только успели обустроить, да. Ну, эти люди, которые говорят, что вот только привели ее к соответствию казахскому языку, потом насильно внедрили кириллицу, но они, видимо, не знают. И для них вообще-то опыт существования тех же казахов в Китае ничего не значит. Там тоже пытались латиницу ввести, а вынуждены были вернуться на арабскую вязь. Потому что латиница меньше, чем что-либо подходит, даже вот с любой организацией транскрипции, если, конечно, там внедрить массу апострофов, но при этом эти апострофы еще неизвестно как читать, там нужно определенные правила знать. Вот. Она не отвечает вообще фонетике казахского языка, вообще. А на основе кириллицы была разработана настоящая азбука для казахского языка. Так вот, чтобы отрезать опыт историческое наследие государственного строительства Казахстана, которое было приобретено в советское время, его лишают азбуки, лишают этих знаний. И, значит, можно возвращаться к 15 веку и рулить Казахстаном как с 15 века. Вот.
Так вот, можно ли проектно-конструкторское государство сделать историческим? Можно. Но для этого необходима возможность развития государства собственной уникальной культуры. Проектные конструкторские государства, которые имели шанс стать историческими, это, повторю, ЮАР, Родезия. Там система апартеида, когда белые не влазят в жизнь местного населения, но при этом предоставляют им возможность обретать новые недоступные им знания. Вот. Она во многом была не такой, как следовало бы, но это, тем не менее, была возможность и сохранения народа, и поднятия его в течение определенного времени до уровня, чтобы они смогли поддерживать ее культуры, чтобы поддерживать это население. Другим проектно-конструкторским государством, которое стало историческим, является Куба. Там полностью пришлое население. И шло формирование этого населения. И когда было лишено внешнего давления со стороны Соединенных Штатов, когда остров использовался как ресурсы, то на основе марксистско-социалистических идей была выстроена новая культура народа, которая в своей крови поддерживает, ну не в крови, в культуре, поддерживает существование государства. Более того, вот этот вот симбиоз новых идеологических учений и древних культур, составляющих вот эту культуру местного населения, позволял тем же кубинцам эффективно нести вот эти государственные вот элементы государственной культуры в другие латиноамериканские страны и в африканские страны, что и дает успех вот такой внешнеполитической деятельности Кубы. Так что весь вопрос, как это государство формируется. Куба смогла сформироваться в рамках единого русского мира. Потому что мы накрыли, мы обеспечили ее ресурсно. Они смогли сформировать свою культуру, свою идеологию. И на основе этого они выстроили свое государство. И там дальше уже что? Не хватает своих компетенций. Ведь для того, чтобы любое историческое государство существовало, и даже проектно-конструкторское, нужно, чтобы был набор компетенций. Либо эти компетенции обеспечиваются за счет сил своего народа, за счет его культуры, либо эти компетенции приносятся извне. Так вот, у каждого государства разные ресурсные возможности. И здесь именно наличие компетенций на 3 высших приоритетах управления в культуре позволяют использовать различные компетенции на 3 низших приоритетах для того, чтобы обеспечить или не обеспечить свой суверенитет. И Куба ограничено, привожу просто такой пример, ограниченные ресурсы, но есть население, его достаточно много, повысили качество образования, создали высокоразвитую медицинскую отрасль, стали заниматься экспортом медицинских услуг. За счет этого, от других государств они получили восполнение всех компетенций, которые необходимы Кубе существовать как государству. Нужно выбрать вот определенные реперные точки, развитие которых принесет тебе возможность, у тебя здесь есть возможность их экспортировать, но зато импортом получаешь компетенции другие, которые ты своей страной не можешь обеспечить. И так по каждой стране. Вот Йемен, Куба, это, в общем-то, об этом написано в работе государства как система выживания. Там специально эти примеры приведены, как в разных условиях разные страны маневрируют. И на какие реперные точки кто как ставит. Следующий вопрос от Кереметь. Здесь немножко, еще раз говорю, проектно-конструкторскому государству можно стать историческим
только в рамках русского мира. Западный мир этого не позволит.